Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы и вновь встретились. Меня зовут Александр, я живу в Анапе и по понедельникам рассказываю о том, как прошла моя неделя. У меня вообще канал мой Альбатрос. Сейчас вот я его немножечко... вот так, наверное, вот эту камеру. Вот, видно название канала. Вообще мой канал Альбатрос, которому уже больше 10 лет, задумывался для того, чтобы рассказывать своим родственникам и друзьям о том, чем я занимаюсь после переезда в Анапу из Читы. Вот, в принципе, как бы мой канал этой цели и служит уже долгое время. Так. Ага. Сегодня таблетку не выпил. Я Зиртек пью от аллергии. Пойду-ка я ее проглочу. Так, никто пока на трансляцию не зашел, поэтому у меня есть сейчас такая возможность проверить, как у меня работают все системы моего интернет-корабля. Так. Это не то. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, все работает. И один зритель уже первый. Ура! Все, значит, я уже не в пустоту вещаю, а разговариваю с человеком. И даже с двумя. Здравствуйте, друзья, это Анапа, меня зовут Александр. Кто первый раз смотрит, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Это очень важно для моего канала. Итак, на прошедшей неделе у меня понедельник начался с чего? С кино, друзья мои. Я увлекаюсь кино, закончил в прошлом году киношколу, 6-месячную, такие курсы быстрые. Вот. А в этом году проучился на режиссерском курсе Мальвины Третьяковой, который называется «Режиссура и драматургия игрового кино». Вот так красиво. Так вот, в прошлом году после окончания школы
мы с моими сокурсниками поехали на Азовское море и сняли наш выпускной фильм, который назвали позже «Путь». Он о человеке, пожилом человеке, который вышел из дома в аптеку и потерялся. Потерял сознание потом. И его нашли спасатели из поискового отряда Лиза Алерт. Мы сняли этот фильм, большие надежды на него возлагали, хотели его отправлять на фестивали. Но что-то пошло не так. Как оказалось потом при постпродакшене, фильм был снят с браком, часть кадров сцен была снята в расфокусе, и, естественно, такой фильм куда-то отправлять было невозможно. Стало невозможно. И как-то руки у всех опустились, и тех, кто снимал, и у тех, кто снимался, и те, кто занимался монтажом. А это все энтузиасты, бесплатно, которые согласились это делать. Но, тем не менее, прошло больше года, и наши студенты начали роптать. А когда же фильм? Ну, хотя бы в черновом варианте. Мы хотим посмотреть, как мы там смотримся, как мы сняли. И вот Настя Корезина, это мастер нашего курса и руководитель киношколы «Первый метр», все-таки нашла возможность и пригласила нас на просмотр этого фильма. Теперь уже можно взять это в кавычки. В понедельник в 18:30 мы собрались в киношколе «Первый метр». Это Коралловый проезд 12, адрес. Ну, говорю для тех, кто, может быть, хочет как-то попробовать себя в кино. Там сейчас идет набор на новый курс. Там, в общем-то, проходят различные кастинги. И там можно вообще прийти и сняться. Ну, тебя сфотографируют профессионально на визитку на твою актерскую. Ну и там проходят различные иногда мастер-классы. Иногда туда приезжают какие-нибудь актеры, и можно их послушать, их лекции, рассказы. Или стендаперы. Тоже дается реклама, и можно туда съездить и пообщаться, посмотреть, послушать. Ну, приехали мы. Конечно, всегда приятна встреча со старыми знакомыми. Обнялись, поручкались, кофейку попили, расставили скамейки, запустили проектор. Кстати, пришел Василий Васильевич Черепанов. Это режиссер нашего гортеатра. И наш преподаватель на курсе на нашем. Включили аппарат и начали смотреть. Ну, конечно, когда все кончилось, а фильм шел 16 минут, наступило такое молчание. И знаете, это молчание я вообще сравниваю. Вот я, кстати, не подготовился, как всегда, сегодня к своему эфиру. Все у меня всегда спонтанно. Сейчас я попробую найти. Это, знаете, эпизод «Служили два товарища», фильм.
где этот предводитель отряда Ангел, по-моему, смотрит фильм. Смотрит фильм. Батька Ангел его тогда звали, да. Сейчас. Нет, сейчас, подождите. Может быть, тогда целиком? VPN включаю, потому что ютубчик-то нехорошие людишки тормозят.
Вот паразиты. Слушай дальше. Тут у хаты... Разведку летали. Так, я нашел фильм. Еще эпизод. Еще эпизод у батьки Ангела. Ну вот, нашел. В общем, к чему это я все вам говорю-то, друзья мои? Значит, я рассказываю про кино. Я рассказываю про кино и как я учился в киношколе. И вот в понедельник, в прошлый, я ходил на просмотр этого фильма. И вот что из этого получилось. Ну, примерно вот что. Сейчас мы это будем смотреть. Мне бы сапожонки хромовые. А тебе бы галифе. Ты чего не веселый, Андрей? Держи хвост бодрей. Давай. Это вот начинается просмотр нашего фильма. Открывать? Можно. Затворяй. А, я перепутал. Он не батька Ангел здесь, а красный даже командир. Вот мы сели, ну, в нашей киношколе. Давай. Вот начался просмотр. Ну, примерно так же вот. Это все? Все. Вот вы теперь знаете, друзья, как выглядел просмотр нашего фильма, который мы сняли на Азовском море. Вот примерно так же. Это все. Тоже была такая же молчаливая пауза. И никто не задавал никакие вопросы, никто не говорил, как здорово, или там даже никто не успокаивал, но ничего, мол, там это первый блин комом или еще как-то. Вообще все молчали. И кто-то просто насмелился и спросил Васю Черепанова. Говорит: Вася, ну как, скажи что-нибудь. Вася так поморщился, конечно.
Он не любит всегда говорить, оценивать то, что как бы оценке никакой не подлежит. Но когда сказать что-то надо, он, конечно, находит слова. Делают рекламные по работе какой-то организации. В данном случае это работа поискового отряда Лиза Алерт. И по сути, говорит, у вас получилось два героя. Это потерявшийся мужчина и отряд Лизы Алерт. Вот такой коллективный герой. Потому что там действительно никто из участников этого отряда, никто никак себя не проявил, ничего не сказал. В общем, это просто, он говорит, такая получилась у вас, вот как учебные фильмы делают, или реконструкции по каким-то событиям. Ну вот исторические фильмы делают про какого-то там исторического персонажа, и его играют актеры, и они восстанавливают какие-то события, просто показывают картинку. Ну, мы все поняли. Через какое-то время опять попили кофейку, и Настя Каретина говорит, а давайте, говорит, переснимем этот фильм. Кто согласен, поднимите руки. Ну, конечно, многие согласились, хотя были-то не все. И тем более, когда это будет, потому что у нас сейчас горячее время, она работает над проектом, подбирает актеров, она сейчас как кастинг-директор. И, кстати, я там сфотографировался тоже, заполнил анкету, в общем, свою фотографию на кастинг подал. Вот такая была встреча, такой был фильм. Можно сказать, что первый фильм, в котором я снялся, а это была главная роль, этот фильм провалился. Он провалился еще и не из-за сюжета, и даже не из-за качества съемки, а я сказал, что фильм был испорчен на уровне, вернее, на стадии съемки, то есть был расфокус. Часть фильма была снята, с плохо настроенным объективом, фокусом. Ну и в плане того, что он же просто не был доделан даже. Там не было музыки, не было никаких шумов, не было даже кое-где без озвучки. Звук вообще был отвратительный, ничего не слышно. Почему так получилось? Видимо, при в монтаже и вытягивании изображения хорошего очень сильно пострадал звук. Не знаю, хотя как это связано. В общем, вот я думаю, что все. История этого фильма на этом будет закончена. Никто его никогда доделывать не будет. И сразу перейду к киношоку, как фильмы должны делаться. 8 сентября в Анапе открылся кинофестиваль «Киношок 2024». 8 было открытие, красная дорожка, но я туда не пошел, и я не знаю, даже Юра, мой брат, с Ларисой, наверное, туда не ходили, потому что я сразу себе наметил участвовать только в просмотрах короткометражных фильмов, потому что полнометражные фильмы это смотреть долго, причем они начинаются вечером в 19 часов, и нужно будет потом поздно возвращаться домой, я как-то от этого отказался. А короткий метр, сеансы начинались в 15 часов, и уже к 17 часам они заканчивались. Показывали 5 фильмов. И я был на 2 просмотрах, и один день, вообще 3 дня показывали короткий метр. Я был на 2 просмотрах и 1 пропустил. Так вот, то, что мне удалось увидеть, конечно, неоднозначно, конечно, да, потому что, допустим, первый фильм, который показали, это фильм якутских кинематографистов,
какое-то такое длинное название со словом торбоза. Торбоза – это такие вот шитые из оленей шкуры, теплая обувь. Вот. Фильм, как бы я даже не знаю, как его жанр. Он вроде бы и фильм ужасов, и в то же время как какой-то фарс. И, в общем, сюжет его, если коротко говорить, такой, что в деревне в Якутской пропала женщина, и две женщины взялись как-то следы найти и нашли на снегу кровь. Следы привели в какую-то избушку, они заглянули в щелку, а там два мужика, значит, рубят мясо и едят его прямо, печень едят, ну, сырую. Вот. И они как-то все связали, потому что нашли рядом куртку потерявшейся женщины. По-моему, нашли вот эти торбоза, новые, кстати. И собрали народ деревенский. Они этих мужиков арестовали, устроили самосуд и повели их на костер. Повели на костер, а женщина-то, которая якобы потерялась, она оказалась жива, потому что в конце показали, как она в своей вот этой куртке, в пуховике таком вишневом, и торбоза она берет в руки. Вот. Ну, вроде бы как вот такой фильм, что мужиков сожгли зря. Вот. Вот что значит, когда нет нормального следствия и суда. Вообще фильм такой, ну, снят как комедия, потому что там такие персонажи были, вот они так гиперболизированы, вот их образы. Ну ладно. Вот это был фильм такой. Он немножко так сначала разочаровал. Тем более, знаете, когда мы туда в зал зашли, зал был переполнен. И хорошо, что Виталий, наш приятель с нашего клуба позитивного общения, он занял на меня место. А вот Алексису нашему места не хватило. Хотя он пришел, был полон энтузиазма, угостил всех чаем своим из термоса. Он его везде с собой носит. И все. Ну, потом еще были фильмы. Мне понравился фильм, который называется «Там, где хорошо». Снимался он здесь у нас на Черном море. Играли дети. Фильм отличало то, что в кадре были только дети. И дети сыграли все роли. И массовку, и главные роли, и второстепенные роли. Ну, фильм тоже такой грустный. Фильм грустный, и там одна девочка, в общем, коротко расскажу, пришла на день рождения к такой богатой девочке. И этой богатой девочке подарили богатые подарки. Кто подарил там куклу Барби, кто подарил велосипед, кто подарил какую-то, по-моему, технику, телефон или еще что-то, не знаю. А она подарила торт. И когда ей сказали, покажи твой подарок, она открыла торт, а он, оказывается, еще и помялся. Ну, видимо, перевернулся и испортился, короче, весь его внешний вид. И тогда богатая девочка говорит, что ты можешь остаться на дне рождения, но тогда тебя все шлепнут по разу. А вот эта девочка, которая принесла торт, она была с подружкой. И богатая девочка предложила этой подружке шлепнуть первой.
Ну, та, понятно, попала в такую ситуацию, что, ну как, это же ее подруга, и в то же время хочется на дне рождения побывать. Ну, богатая говорит, ну, раз ты не хочешь шлепать, я тогда первая шлепну. Шлепнула ее первой по попке. И потом все гости, а это были тоже девочки, все, каждая подходила и шлепали ее тоже. И осталась только подружка. И богатая девочка говорит, ну, если ты ее не шлепнешь, то тогда и ты, и она уйдут с дня рождения. Ну, перед девочкой, понятно, выпал такой выбор неприятный, и она ее шлепнула. И понятно, что девочка, которую шлепнули, она испытала, ну, очень самые неприятные ощущения, и в том числе, в первую очередь, от предательства своей подружки, и убежала с дня рождения. И та тоже, естественно, подружка убежала, и на берегу моря она ее искала. Там они вот корабль, в начале фильма они нашли корабль, вот это трио, который стоял, сухогруз, и вот они туда забрались, и там мальчишку встретили, и вот они там начали играть, и вот эта девочка, которая главная героиня, торт, которая принесла, она встала за штурвал, и ей подружка говорит, а куда мы поплывем? А это говорит девочка, туда, где хорошо. Вот. Ну и фильм, в общем-то, этим и закончился, что эта девочка, подружка ее бегала по морю, и нигде ее не нашла, и оказалось, что та девочка уехала, и это осталась одна подружка, и там потом титры пошли, и в титрах было написано, что вот так получилось, это реальная история, и так получилось, что вот эта девочка не смогла сказать свое «прости» той девочке. Ну, вот такой грустный фильм. И вообще фильмы, которые нам показали, они или какие-то грустные, как-то, знаете, вот все-таки российское кино, оно пессимистичное. Вот. Там нет счастливых окончаний. То там встретились, еще один фильм я смотрел, встретились две любовницы. Ну, сначала домой пришла одна женщина, ну, вернее, не две любовницы, а супруга и любовница мужа. Так вот, сначала пришла домой супруга, потом пришла любовница, у нее тоже были ключи от этой квартиры. И понятно, ну, там эта вся сцена, кто такая, что такое, там, ну, потом они все-таки сели за стол, выпили спиртного. Оказалось, и любовница сказала, что у этого мужика, оказывается, еще третья появилась. И для нее тоже, для любовницы тоже трагедия. Вот. Супруга верить этому не хотела. Ну, а та любовница сидит и уверяет ее, что да, мужики, они все такие, все дерьмо, поэтому и ты пострадала, и я пострадала, и вообще этот мужик, он идиот. Вот. И понятно, что супруга, она тоже в таком состоянии ужасном, для нее это тоже такой шок, удар. Вот. И она пошла в ванную, и там, пока приводила себя в порядок, умывалась, кран был включен. А эта любовница здесь на кухне решила виноград поесть, взяла виноградинку и подавилась. Стала задыхаться, а та там в ванной журчит вода, и она ничего не слышит. Когда она вышла, это уже была при смерти, она вроде бы сначала... А это врач, супруга была врач по профессии на скорой помощи. И она
ее вроде сначала хотела реанимировать, а потом так хладнокровно оставила ее. Да, лежит уже на полу без движений любовница, а супруга набрала номер, позвонила в скорую помощь, своей бригаде, и говорит: приезжайте, здесь женщина, инородное тело в дыхательных путях. В общем, это тоже такое, знаете, убийство, причем такое хладнокровное убийство. Вот еще один фильм. Еще один фильм, который тоже вот показали, «Север» он называется. Там тоже ужасный. Дело проходит где-то в северном каком-то городе, и супружеская пара приезжает с сыном на юбилей семейной жизни своих родителей, кого-то из, по-моему, вот жены родителей. Вот. Но им надо уезжать, на следующий день уезжать надо в суд на развод. Какие-то документы подавать на развод. То есть они, конечно, родителям не говорят об этом, а в это время по радио объявляют штормовое предупреждение, что будет метель, в общем, страшная погода. Показывают, как родители укладывают своего сына спать, она читает ему какую-то сказочку. Все, в общем-то, идиллия. Родители смотрят телевизор после застолья, все хорошо. Вот, в принципе, все хорошо, идеально. Но у этой вот женщины, жены, вот этот бзик, что надо ехать. Видимо, муж-то не очень так хочет этого, он просто ей подчиняется. И вот они утром садятся за руль в машину и едут. И начинается вот эта вот пурга, начинается вот эта вот метель. И они едут куда-то к мосту, мост закрыт, они едут другой дорогой, лесом, попадают, естественно, в тупик. Муж уходит за помощью. Жена сидит сначала в машине, потом, значит, а машина застряла. Не просто тупик, а она застряла в снегу. Жена, значит, идет тоже искать кого-нибудь, куда глаза глядят. Ей попадаются разные люди, которые там... В общем, потом вообще какой-то сюр начинается. Когда ее очередная машина привозит к дому, где они жили, а там получилось так, что когда она объясняет водителю, что ей надо вот добраться до жилья, где живут ее родители, а он говорит: да что, тут нет никакого жилья, ты что, спятила? Она говорит: да есть. И вот они ее подвозят, там 2 человека было, оставляют и уезжают, а она заходит в этот дом, а дом пустой. Дом пустой, никого нет, все покрыто снегом, все уже заморожено. Постель, где лежал сын, только там игрушки, она ему показывала, кукольный театр, 2 игрушки лежат, и тоже все в снегу. И вот конец фильма. То есть получается, что, понятно, может быть, это все как бы, если брать только первый слой, то есть, да, действительно, что-то произошло, и все вымерзли вместе с родителями, сыном и прочее. Муж, понятно, там замерз, когда шел за помощью. И ей тоже грозит смерть, потому что куда она денется? Зима, метель, холод собачий. Она, кстати, одета была легко. Вот. И
Вот такие фильмы. Вот такие фильмы. Еще один фильм вообще ужасный. Вообще ужасный. Я когда сидел, смотрел, я как-то вот... Ну, я понимаю, что такие фильмы рождаются в голове, вот, ну, то есть они как-то мало связаны с жизнью, с какой-то логикой жизнью, с психологией. Просто вот в чьем-то уме какого-то сценариста родилась такая история, вот, и он ее решил вот, превратить в сценарий, и режиссер решил снять фильм. Так вот, фильм называется «Незваные гости». Начинается он тоже, кстати, тоже зима, и идут по дороге, ну где-то видно, что за городом, женщина и мужчина. У нее в руках, значит, какая-то коробка с подарком, а у мужчины шарики белые и голубые, много-много. Ну, как вот люди идут на какой-то праздник. Оказывается, что это супружеская пара, пожилая, ну, наверное, ему уже лет по 60. И они идут к своему сыну поздравить его с днем рождения. Пара интеллигентная, одеты хорошо, богатые одежды, понятно, что там какие-то дубленки, шубы, кольца, прически, ну, люди идут на праздник. Вот. Подходят к дому, дом стоит одиноко, ну, такой дом богатый. Там несколько этажей, огорожено. Ну, такой, как его назвать-то? Не коттедж, а, ну, загородный большой дом. Вилла или как, вот, я не знаю. Они стучатся, а никто не открывает. Тогда отец говорит, ну, зайдем, я открою своим ключом. Жена говорит, нет, не открывай, не надо, вдруг а сына их зовут Герман. Вдруг Герман там не один, вдруг у него женщина, вдруг у него личная жизнь. А отец говорит, да какая там личная жизнь, он помешан на музыке. Оказывается, сын их Герман, он какой-то знаменитый виолончелист. Вот. Победитель каких-то конкурсов музыкальных и вообще звезда. Вот. Они заходят в дом. Ну, Германа нигде нет. Дом большой, они ходят там. Германа нету. Не знаю, они звонили или не звонили. У меня-то всегда возникают такие мысли, что можно же позвонить. Ну, как бы вот это вот, что как бы логично сделать. Они ему не звонят, они ходят по дому, ищут его. И вдруг забредают в комнату в одну, где, ну, такая страшная комната, похожая на операционную, и где, значит, висят на плечиках женские одежды, какие-то парики, а может это были скальпы, я не знаю. Висят парики, и на каждом этом манекене написано Вера, Аня, Рита, Марина. Ну, они еще ничего как бы не догадываются, мало ли. Они, ну, думают, что, может быть, и я так тоже подумал, как зритель, может быть, сын увлекается переодеваниями, надевает парик. Ну, это не самый худший вариант, правда? Когда говорят, что если вдруг ваш сын стал на связанную женщину, девушку, которая в наручниках, избита вообще, гримеры постарались. На ней живого места нет. Оказывается, что это пленница, которую привел в дом
их сыночек Герман, и которую ждет, скорее всего, расправа. И, в общем-то, в этом не приходится сомневаться, потому что отец где-то там за какой-то шторкой увидел труп второй девушки. Первую девушку они допросили, расспросили, что случилось. Она говорит, она в слезах рассказывает, что познакомились они с Германом в кафе, он их пригласил к себе домой, они поехали, значит, сначала выпивали, потом танцевали, потом Герман вошел в раж, зарезал, значит, ее подругу, а ее избил и связал. А сам уехал куда-то. Значит, родители в шоке. Оставляют эту девушку в этой комнате, идут переговорить, и у них разговор такой, что делать? В полицию звонить? Ну, это, в общем-то, отец предложил. А мать говорит, да ты что? Да как же ты? Это же вообще, мы же лишимся сына. И муж грозит, значит, пожизненное заключение. Мы же ему испортим вообще всю жизнь. Он же у нас такой талантливый, он же у нас по международным конкурсам, он же у нас весь, значит, обласкан публика, его все любят. Что ты? А тут дочка звонит. С дочкой они переговорили. Жена сразу говорит, а дочка, у нее же сразу карьера рухнет. Детей, значит, они где-то у нее там в престижной школе учатся, исключат. Ты испортишь жизнь и дочке своей. Вот. В общем, та еще дамочка-то оказалась. И вот они возвращаются в эту комнату, где девушка прикована наручниками. Та, конечно, уже думает, что сейчас ее спасут, развяжут, а не тут-то было. Мамаша ей кляп в рот, и все. И они с папашкой уходят из этого дома, из дома своего сына. И записочку оставляют, и шарики голубые и белые, и коробочку с подарком. И пишут ему записочку такую на открыточке на цветной. Пишут, сыночек, мы тебя любим, ты у нас самый хороший. Оставляют эту записочку, девушку эту, которая там, значит, в ожидании своей страшной участи. Вот. Девушка там кричит через кляп, помогите. В общем, знаете, зрелище не для слабонервных. И эти вот супруги, пожилая пара, уходят спокойно уходят из этого страшного дома своего сына, который уже, наверное, превращен в целое кладбище. Там говорилось, конечно, что маньяк где-то действует в районе, его найти не могут. В общем, вот так. Вот такой фильм, друзья мои, вот такой фильм. Конечно, я вот смотрю на этих теток, которые вот приходят на эти просмотры. Тетки там, знаете, по 70, по 60 лет, мужики, в основном женщины, конечно, ходят. Не знаю, может быть, бесплатный показ, фильмы показывают какие-то. Вот, но они не думают же, что они там увидят. Хорошо, что здесь не было каких-то сексуальных сцен, вот, чего они очень тоже не любят и стесняются почему-то. Вот. И поэтому и это был последний день конкурсного просмотра, и если в первый день, как я говорил, места не хватало людям, то в эти последние просмотры уже, знаете, я потом, когда обернулся, а в зале-то и уже народу-то мало совсем. То есть вот эти вот старушки, у них нервы не выдерживают, и они там
плеваться начинают еще где-то в середине сеанса, и потом так демонстративно встают и уходят. Мол, что это вы нам тут показываете? А что вы сюда пришли вообще? Непонятно. Я-то пришел посмотреть, о чем сейчас снимают. И я понял, о чем снимают сейчас фильмы. Это вот полная безысходность. Вообще вот никакого светлого пятна. И единственный фильм, который мне понравился, который очень мне понравился, это фильм, который называется «По-человечески». Это тоже комедия. Он фильм дурацкий, но смешной и, немного такой наивный и, как вам сказать-то, безобидный его тоже не назовешь. Ну ладно, расскажу. Фильм вообще начинается с того, что сидит на диване мужчина, печалится. Что случилось? Какая-то в доме произошла трагедия. Режиссер интригует зрителя. Что случилось в доме этого человека? Он сидит такой пришибленный. Сразу видно, что фильм такой, с намеком на юмор, потому что понятно, что когда сидит там серьезный человек и грустит, и когда сидит какой-нибудь если бы сидел, допустим, Никулин и грустил, или Вицин, да, вы бы тоже, наверное, сразу бы поняли, что здесь что-то не так. Значит, стук в дверь, мужчина поднимается с дивана, подходит, открывает, и в дверях возникает фигура тоже такого смешного человека, комичной внешности, такой здоровяк. Если вы представляете, если бы зашел в дом Моргунов, да, мы их хорошо знаем, с таким серьезным каменным лицом, потому что что-то случилось. И они подходят оба к холодильнику, Толстый открывает морозилку верхнюю, и оттуда вываливается замерзший кот, труп кота. Это вызвало в зале смех, потому что это как-то так произошло неожиданно. Никто не ожидал, что из морозилки может вывалиться, все что угодно, только не кот. А тут как раз вывалился кот. Оказывается, мужчина этот и грустил по коту. Что делать? Кота надо хоронить, и эти два героя положили его в коробочку в какую-то там из-под обуви и пошли во двор, стали копать яму. Зима. Почему-то все фильмы, кстати, про зиму. Большинство фильмов про зиму было, про холодное время. Копают, естественно, земля мерзлая. И кто-то, видимо, из соседей позвонил. Приехала милиция, или полиция, не знаю уже. Говорят, вы что делаете? Кота хороним. Пройдемте. Удостоверение показал. В отделении, в кабинете полицейского, полицейский оформляет протокол. За нарушение этих санитарных норм, в общем, героям грозит, конечно, штраф. Они говорят, а что делать с котом? Он говорит, кота надо кремировать по всем правилам. Вот вам адрес, езжайте. Они поехали, по этому адресу. Оказалось, что крематорий это где-то расположен, в общем, частный крематорий
расположен где-то в каких-то гаражах. Вот. Они приходят, садятся, оформляют. С серьезным видом этот приемщик говорит: вы присутствовать будете при кремации? Они говорят: будем. Вот. Ну и в конце концов он там много чего им говорил, тоже что-то смешного. Выдает им счет, показывает, посчитал на калькуляторе и показывает. 12 тысяч. Этот толстый смотрит и говорит: я, говорит, деда дешевле похоронил. Сделайте скидку. А этот приемщик говорит: сколько вы можете дать? А толстый этого спрашивает. Говорит: у тебя сколько денег? Тот говорит: 1000. Толстый говорит: за 3 кремируете. И показывают, что этот приемщик матерится, что он день потерял, в общем, плюется. А они с этим котом в коробке дальше идут. И толстый говорит: да поехали на дачу. У меня, говорит, там дача есть, этот мангал. Мы, говорит, там бесплатно кремируем. Вот они едут на дачу. Тоже все пустынно, поселок вот этот дачный пустынный, домик пустынный. Видимо, ключей не забыли, залезли через окно. В общем, нашли этот мангал. Разожгли огонь. На улице, естественно. Толстый стоит, у него 2 гвоздики. Этот стоит, мужчина, как в воду опущенный. Тут в мангале огонь горит, а мужчина с коробкой. И толстый говорит: ты будешь что-нибудь говорить? Тот говорит: да что говорить-то? А кота звали Антон. По-моему, он что-то там сказал про своего кота, что он, в общем-то, да нет, ничего он в этот раз не говорил, да. И, в общем, они в этот мангал опускают эту коробку, и вдруг через какое-то мгновение коробка подскакивает, крышка отваливается, оттуда выскакивает горящий кот с душераздирающим криком «Мяу! Мяу!» и бегает вокруг и забегает в дачу, в домик. Эти стоят шокированные 2 героя. И в даче начинается пожар. Быстро начинается пожар, просто вот мгновенно сразу в окнах вспыхнул огонь, сразу все загорелось. И следующий кадр: уже приезжают пожарные, тушат. Эти 2 стоят чумазые, как обычно в комедийных фильмах, перепачканные сажей. Подходит пожарный и в пакете и говорит, с пакетом, и говорит: вот кота нашли. А эти ребята переглядываются и говорят: а он мертвый? А пожарный говорит: да, говорит, он мертв, он сгорел наполовину. Тогда толстый говорит: а вы можете все не тушить? Оказывается, что они хотят его дальше дожечь. И вот они потом возле какого-то стоят костра с этим пакетом, перепачканные сажей,
опускают этого кота в огонь. Ну и вот этот вот герой, главный-то, хозяин этого кота, говорит, что полуплача, говорит, он мне все тапки обоссал. Он там это еще там что-то делал. И Антон его дурацкое имя. Придумали же Антон. И все, и конец фильма, друзья мои. Надо сказать, что люди смеялись, и я тоже смеялся. Хотя вообще я любую комедию смотрю, спокойно. Я знаю, что в этом месте надо смеяться, и где другие смеются, я сижу спокойно. Но я в душе смеюсь. А здесь бывают, бывают такие какие-то вот анекдоты бывают такого типа, и бывают какие-то такие истории. И вот фильмы тоже бывают такого типа, когда шутки просто... Есть шутки такие, остроумные, или умные даже шутки бывают. Когда, вот как умер Александр Масляков, да, и он сказал, что шутки, они должны быть такими, чтобы они никого не обижали. Вот. Жалко, что звонок сорвался. Так вот, чтобы шутки никого не обижали. А есть шутки такие вот просто дурацкие шутки, когда хочешь не хочешь, а засмеешься над тем, что шутка действительно дурацкая. Вот она такая шутка. Вот я не знаю, вот над такими шутками я смеюсь. И в этом фильме я несколько раз смеялся, хотя понял, что шутки эти были абсолютно дурацкие, как и сам фильм тоже был дурацкий. Вот. Но этот фильм был самый светлый фильм, несмотря на то, что он про мертвого кота, но этот фильм был про нормальных живых людей. И этот фильм получился веселым и каким-то, я не знаю, дача сгорела там, да, он все равно получился каким-то интересным, запоминающимся, я бы сказал, даже светлым. Вот так вот это я рассказал о киношоке. Теперь, значит, про еще один фильм, в котором я принимал участие, это «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» фильм снимали в прошлом году весной. И он фильм про войну, про Великую Отечественную, в частности, про Новороссийск, про освобождение Новороссийска. И премьера этого фильма планировалась еще 23 февраля этого года. Потом она была перенесена на 9 мая. И должны его были показать в Новороссийске. И пригласить туда должны были всех, кто снимался в этом фильме. А в этом фильме снималось большое количество актеров, актеров массовых, групповых сцен. Съемочная группа тоже многие принимали участие, именно местные жители. Ну, что-то там не получалось, и фильм все откладывали, и вот, наконец-то, 15 и 16 сентября, вот вчера и сегодня, объявили премьеру. Сказали, что все билеты, которые пригласительные были розданы ранее,
Пожалуйста, приезжайте, приходите. Я тогда брал 2 билета, 1 билет на себя и 2 билет на кого-нибудь. Ну, я хотел Юру пригласить, брата. Ну, как-то все уже слишком надолго затянулось, и весь этот ажиотаж вроде бы как спал, все уже забылось. И тем более фильм должны были, вот вчера показ был не в самом Новороссийске, а в Мысхака. Я не знаю, где это Мысхака, поэтому я думаю, ну, если я даже туда поеду, это надо куда-то ехать в незнакомое место. И так-то в Новороссийск переться. Ну, Новороссийск-то, в принципе, как бы вот он рядом. Но я не поехал. И сегодня там показ в кинотеатре «Нептун». И тоже приглашают. Вдруг внезапно Роман Курдагло пишет, что, друзья, вы можете сегодня еще раз посмотреть этот фильм в «Нептуне» в 16 часов. Приезжайте. Вроде бы как уже без всяких там ограничений, без пригласительных билетов. И у меня такая мыслишка возникла, а не съездить ли. Ну, думаю, да ладно, наверное, тоже не поеду. Вот. Но премьера состоялась, и я думаю, что его когда-нибудь покажут, и он будет в доступе в интернете, так что я еще его посмотрю. А потом, почему я еще так сомневался ехать, потому что когда весной планировалось показать этот фильм, фильм состоит из нескольких новелл, ну, таких маленьких короткометражных фильмов, но объединенных одной общей темой, это защита Новороссийска. И вот тот фильм, в котором снимался я, он назывался «Ночные ведьмы» или «Ночная ведьма», я сейчас точно не помню. И сказали, что все новеллы готовы, а вот «Ночная ведьма» показана не будет. И я думаю, ну, в принципе-то, конечно, мне интересно вообще посмотреть, как, потому что другие актеры, другие мои знакомые, приятели снимались в этом фильме. Все равно бы я кого-то узнал. Думаю, ну, а то, что та новелла, в которой я снимался, не готова, ну, ладно, переживу. И здесь я тоже не знаю, готова эта новелла, не готова, но все-таки, наверное, за такой большой период, наверное, все показали. Вот, но я тоже не хочу ехать. Вот. Ну, а наш фильм, который мы здесь снимали и в Подмосковье, куда приводят хороводы, я в прошлый раз показывал клип. И там снимался же актер Евгений Дончевский. И я как-то, знаете, ну, Дончевский, ну, вроде бы фамилия такая интересная. И тут я думаю, а кто это такой Дончевский? Я решил посмотреть. И посмотрел. Оказывается, Дончевский очень такой, друзья мои, плодовитый актер. Плодовитый очень актер. Он снялся, я сейчас даже вам покажу, чтоб не быть голословным. Так, сейчас. Евгений Дончевский. Так, Евгений Дончевский. Так вот, друзья, вот он, Дончевский.
Да что ты будешь делать? Вот он, Дончевский, смотрите. Дата рождения его 20 августа 50-го года. У него, смотрите, 148 работ в 147 проектах. Это практически как у этого актера, которого я тогда на съемочной площадке не узнал, как у Гуськова, Алексея Гуськова. Примерно столько же. Он играет таких вот всяких не дипломатов, а таких каких-то вот, ну вот, журналистов, игумена играет, опять батюшку, священника, ну у него такой типаж, врача, ученого, коллекционера, работника культуры, директора музея. Видите, у него амплуа какое, врач опять. Вот. И самое интересное, вот так он выглядит. И самое интересное, что он играл в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». «Д'Артаньян и три мушкетера» он играл в эпизоде, где Миледи поет песню. Вот давайте посмотрим. Увидим молодого Дончевского. Здесь не будет, потому что тут у меня что-то с VPN, а вот здесь вот должно быть. Так, сейчас. Так. Евгений Дончевский. Ну вот он здесь, и вот он. Вот он, Дончевский. Мужчине мой позор. О, никогда я не смогу поведать это. Брату. О, слушай. Мою вину, мой тяжкий крест нести нет больше сил. Пусть глаз твоих священный блеск сожжет греховный мир. Я узнаю голос, мешавший мне во сне. Я провинилась красотой, я провинилась чистотой. Я узнаю черты ангела. Есть в графском парке черный пруд. Там лилии цветут, там лилии цветут. Век честных рыцарей прошел. Известно, что порой мир гордых женщин окружен бессовестной игрой. За то, что сбросила ярмо. В плечо впечатано клеймо. Пришлая тем, что умереть. Хочу во свете нет. Стыжусь в глаза смотреть. Заступника нет. Есть. Есть. О, не проси, мой добрый брат. О, не проси, мой добрый брат. О, не проси, мой добрый брат. Открыть тебе, кто виноват. Кто он, кто? Имя, сестра, имя! Назови мне его имя, сестра! Кто он? Кто он? Палач мне
клялся, что влюблен. Ну вот, друзья, видите, вот... вот он, Дончевский. Евгений Дончевский. И в нашем фильме он тоже сыграет роль, ну, вернее, не сыграет, а уже сыграл роль священника. Вот, поэтому можно сказать, что мне посчастливилось участвовать в одном фильме с таким интересным актером. Так, ну переходим к литературной страничке, друзья мои. На прошлой неделе я напряженно трудился, друзья, напряженно. И я закончил все 3 свои книги легкой рукой. Я сделал обложки, я обработал текст. И теперь мне только предстоит сделать приложение. В приложении я, как говорил, что хочу сделать словарик, хочу сделать список какой-то имен, ну, устав клуба «Последняя пятница» туда включить, стихи каких-то моих друзей. То есть еще работа будет продолжаться, но в целом уже книга закончена, и я сейчас даже вам покажу, как она выглядит. Вот так она выглядит. Видите, легкой рукой 3-я книга. Вот. Давайте ее перевернем. Так, сейчас. Так, а как ее перевернуть? Ну, это вот текст сам. Вот. Вот так она выглядит. Переделал я обложку 2-й книги. Теперь она выглядит вот так. Ну, тут у меня аннотация записана. Та еще немножко не доделана. Здесь немножко больше лишнего текста. Надо это убрать Саша Пых с данных. На обложке останется Саша Пых. Вот. Вот такая книга. И сейчас я хочу вам написать. Я написал заключительную главу. Она маленькая. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Нет, не здесь же. Что ж я? Это же в 3-м томе. И вот я написал. Это не конец. Вот и подошла к концу моя летопись. И ты, дорогой читатель, возможно, ждал от меня ответа на вопрос: а как сложилась судьба всех героев клуба? Честно скажу, такие истории не заканчиваются простыми финалами. Они продолжаются. Да, кто-то уже ушел в мир иной,
оставив за собой только воспоминания, добрые улыбки и добрые стихи. Кто-то продолжает писать книги и с увлечением открывать новые грани творчества. Кто-то, как и прежде, с замиранием сердца следит за футбольными матчами. А кто-то борется с болезнями, но уже победил их в самые тяжелые моменты. Кто-то сейчас плетет маскировочные сети для наших солдат, кто-то просто молится о мире. Реальность вокруг нас также сложна и часто обманчива. Но мы все остаемся такими, какими были тогда, разными и неповторимыми, а иногда непредсказуемыми. Давайте же здесь, на страницах этой книги, оставим наших героев такими, какими помним, молодыми, веселыми, полными энтузиазма, надежд и мечтаний. Мы не будем разрушать эту иллюзию и не станем говорить о реальности, которая может заставить нас грустить. Пусть они всегда будут собраны за столом клуба «Последняя пятница», где царят радость, шутки, разговоры и любимая игра в записку. А вам, мои дорогие друзья, КППшники, я говорю спасибо за эти 10 лет, наполненные теплотой, смехом и воспоминаниями, которые согревают сердце. Ваш Саша Пых. Ну вот, друзья, и про мои книги. Конечно, там много будет в приложении интересных текстов. Алексей Николаевич, привет. Я набрал 137 подписчиков и 732 часа просмотров, пишет Алексей Скворцов. Новохадский пишет: доброе утро, убегаю на работу, так что посмотрю позже в записи. Да, пока-пока. Немного опоздал на эфир, пишет Юра. Ну, это не страшно. Есть запись. И хорошо, что Юра смотрит на YouTube. Хотя, как я и говорил, друзья мои, я на Рутюб тоже завел свой канал. И у меня там есть прогресс небольшой. У меня там уже не 1, а 3 подписчика. Я не знаю, почему вы еще не подписались. Я хочу, чтобы подписался и Алексей Скворцов, и Юра, и Николай Новохадский, и Андрей Скворцов, и Алексей Николаевич. Ну, уже будет больше подписчиков, правда же? Давайте поддержим Рутюб, потому что, ну, это будет такой запасной канал. Там не обязательно все смотреть, но хотя бы туда иногда заходите, ставьте лайки. Сейчас я вам покажу, как он выглядит у меня. И, может быть, там уже не 3, а 4 подписчика. Дело в том, что я туда забросил самые-самые свои лучшие видео. Вот смотрите, как пришить шеврон, 53 просмотра уже. Как прикрепить погон, 49 просмотров. Где чище море, 10. И жизнь Григория Семенова, 6. 19, как прикрепить погон к форменной рубашке. Вот, так что, а эти, смотрите, вот эти вот 3, где-то 0, 4, 6. Ну, понятно, что вот эти вот, вот эти вот мои видео, они, в принципе, и делали всегда кассу на моем YouTube. Плюс еще вот это вот
Почему-то 2 отклонили у меня, смотрите. Отклонено по каким-то причинам, не знаю. Хотя вот это вот лично я снимал. И «Прощание славянки» почему-то отклонили, потому что странно. Я потом узнаю, почему. Оказывается, Рутюб тоже отклоняет что-то. Хотя я думал, что здесь вообще полная свобода. Размечтался, да? Вот. Посмотрим аналитику. У меня 278 просмотров. И сколько, где подписчики-то? Где подписчики? Как посмотреть подписчиков? Почему здесь нету подписчиков? Тоже, кстати, медленно работает. Вот хоть он и Рутюб, а смотрите, колесики крутятся и ни хрена нету. Вот вам Рутюб. Ну, непонятно, сколько подписчиков. Даже нигде не посмотришь. Вот почему этот Рутюб никто и не любит. Вот. Ну, где посмотреть подписчиков? Нигде, смотрите, нигде не написано. Здесь тоже не написано. Вот хоть и на главной странице. Ну-ка, может быть, на главной странице моего канала. 4 подписчика. 4 подписчика, друзья. Вот. Так, вопросы какие-то будут? Сегодня я, смотрите, сижу уже... Пролетело 1,5 часа. Вот, долго рассказывала кино, про фильмы, но просто это и было интересно. Ну и что еще было? Больше такого ничего не было. Вот я говорю, занимался и достаточно, вот что я занимался этими книгами. Вот. И скоро, я думаю, я их опубликую. Ну, до конца года уж точно, потому что мне нужно еще сделать эти приложения. А вообще книги, конечно, прикольные. Вот смотрите, я тут делаю еще кое-какие анонсы. Ну, это все тоже это материалы. Вот смотрите, я в чат GPT забросил весь этот свой, весь труд, все 3 тома, и попросил чат GPT найти в нем признаки романа. И чат GPT, смотрите, что мне пишет. Признаки романа в книге «Легкой рукой». Первое. Многоплановость сюжета и обширная временная рамка. Книга охватывает значительный период, описывая события нескольких лет, что характерно для романа. Автор последовательно разворачивает повествование, начиная с ранних 2000-х и заканчивая более поздними годами. Сюжет движется по временной шкале, фиксируя важные дела героев, события, переживания, внутренние трансформации. Второе. Разнообразие персонажей и их развитие. Книга населена множеством ярких персонажей, у каждого из которых есть своя уникальная линия. Герои живут, растут, совершают ошибки и меняются. Это характерно для романов, в которых читатель наблюдает за эволюцией характеров. Герои книги – это не просто типажи, они живут полной жизнью, взаимодействуют, спорят, шутят и участвуют в современных приключениях, в совместных приключениях. Третье. Жанровый синтез. Книга объединяет черты разных жанров – исторического, приключенческого, реалистичного и фэнтези. Это смешение жанровых элементов также
признак романа, который не ограничивается одним стилем или подходом. Полуполтинных легко переплетает реальность с элементами фэнтези и мистики, делая историю многослойной и захватывающей. Четвертое. Тема дружбы и поиска смысла жизни. В центре повествования находятся взаимоотношения героев, их дружба и поиск смысла и быстротечной жизни. В романе важны не только внешние события, но и внутренние переживания героев, которые сопереживают, теряют и находят себя. Эти личностные кризисы и духовные поиски, свойственные романам, пронизывают книгу. Повествование от первого лица и хроникальный стиль. Часто в романе звучит голос рассказчика, который ведет повествование, как будто бы это личный дневник или хроника. Легкой рукой не только описывает события, но и погружает читателя в атмосферу клуба, делая его невидимым участником встреч. А вот смотрите, я еще задал чату GPT такой вопрос. Почему автор назвал книгу «Легкой рукой»? Название «Легкой рукой» может восприниматься многозначно и служит не только обозначением стиля письма автора, что я в первую очередь имел в виду, но и ключом к пониманию настроения книги. Это выражение на русском языке имеет несколько значений. Легкость и непринужденность. Книга написана с юмором, без лишней тяжеловесности. Ощущение, что автор ведет повествование играючи, с иронией, не нагружая читателя морализаторством. Символ удачи и счастливого исхода. В народе фраза «легкой рукой» часто означает удачу, благоприятное совершение дела, как бы невзначай. Это отражает дух клуба и его членов, людей, которые находят радость в мелочах, умеют посмеяться над собой и над жизненными неурядицами. Жизнь как творчество. Легкая рука мастера, который не боится бросить краску на холст или стих на бумагу, передает внутренний импульс авторского подхода. Полуполтинных словно говорит, что в жизни главное не бояться действовать и творить, будь то кулинарный эксперимент, написание книги или дружеские посиделки. Тут же я еще спрашиваю про подтекст и метазнак в произведении. Это такие культурологические вопросы. Что еще? Просто играю и прошу характеристики героев назвать. Рецензия на книгу «Легкой рукой». «Легкой рукой» — это не просто книга, а живой хронотоп дружбы, воспоминаний и настоящих приключений. Произведение Александра Полуполтинных захватывает с первых страниц, переплетая реальные события с вымышленными, наполняя каждую строчку живым дыханием героев и жизнью, кипящей на страницах. Сюжет и композиция. Сюжет книги разворачивается вокруг участников клуба «Последняя пятница», сообщества, объединяющего людей с разными судьбами, но с общими ценностями и с жаждой настоящего общения. Встречи клуба проходят на фоне различных жизненных обстоятельств, от пикников на озере до заседаний, которые неожиданно переносятся на четверг из-за новогодних праздников. Такую включил он мелочь. Герои делятся своими переживаниями, юмором, мечтами, что делает каждую сцену проникновенной и близкой читателю. Композиция книги разделена на главы по годам, что подчеркивает развитие событий и героев. Каждая глава – это новое испытание и одновременно праздник, который подчеркивает важность момента здесь и сейчас. Полуполтинных мастерски играет с временными линиями, создавая ощущение живого участия в жизни клуба. Персонажи. Персонажи – это душа книги. Саша Пых, который случайно становится единственным зрителем на маскараде. Настя Ац всегда готова дождаться победного конца, даже в стриптиз-шоу.
Баир-Жеф элегантный шутник и лидер, не боящийся либеральных революций. Все они будто сошли со страниц реальной жизни. Но они и сошли со страниц реальной жизни. Каждый герой имеет свое лицо и свою историю. Их поступки зачастую абсурдны и смешны, но за этим комизмом скрывается глубина и непростота их внутреннего мира. Полуполтинник с юмором и любовью обрисовывает характеры своих героев, создавая портрет поколения, которое ищет себя в изменяющемся мире. Вот эта вот фраза очень такая хорошая. То есть это именно портрет, это портрет поколения, но это еще не только портрет поколения, это портрет самой жизни начала 2000-х годов. Язык и стиль. Язык автора легкий, ироничный, он умело балансирует между литературностью и разговорностью, создавая ощущение непринужденного диалога с читателем. Частые вставки шуток, каламбуров и анекдотов добавляют тексту живости и делают чтение увлекательным. Полуполтинник не боится обращаться к популярным и бытовым реалиям, что делает книгу понятной и близкой широкому кругу читателей. Особого внимания заслуживает стиль рассказа о событиях. Это не линейное повествование, а мозаика из воспоминаний, диалогов и рефлексий. Автор словно приглашает читателя присесть за общий стол вместе и вспомнить прошлое и посмеяться над сегодняшними курьезами. Тоже очень хорошее, что вот именно это не линейное повествование, а мозаика из воспоминаний. Вот это вот очень, мне фраза очень тоже понравилась. Темы и мотивы. Книга затрагивает множество тем. Дружба, любовь, стремление к самореализации и поиску своего места в жизни. Одним из главных мотивов является время, ускользающее, но ценное, которое мы тратим на важные и неважные дела, на встречи с друзьями и на поиски себя. Полуполтинник показывает это настоящее приключение, показывает, что настоящие приключения не обязательно связаны с дальними странствиями. Они могут происходить в кругу старых друзей за чашкой чая. Тоже очень хорошо, да? То есть для приключений не обязательно куда-то отправляться, а приключения можно получить вот прямо здесь за чашкой чая. Это очень-очень интересное замечание. Элементы фэнтези и экстрасенсорики служат здесь не просто украшением, но и метафорой неожиданности жизни, где каждый может преподнести сюрприз. Это не мистика ради мистики, а способ осмысления реальности через призму необычного. Поэтому вот абзацу я даже с чатом GPT немножко поспорил. Я говорю: слушай, дорогой чат GPT, дорогой искусственный интеллект, ну какие же элементы фэнтези у меня там и мистики в этой книге? Я вроде бы об этом не писал. И чат GPT, умный чат GPT, утер мне нос. Он говорит: ну как же, Александр Мефодич, как же не писали? А красный шар, вдруг откуда-то появившийся у вас на столе, и которому посвящено очень много времени и места этой загадки, и к которой были подключены другие участники. А как же эти сущности, светящиеся сущности, которые увидел Женя Аф и его жена Катя? А как же вот этот герой Виктор Наволоцкий, который вообще объявил себя системологом, и эти медитации, эти тонкие материи, которые он пропагандировал? Как это все? Разве это не мистика? Разве это не... А как же Оля Тёва, которая видит сквозь стены, и которую даже КГБ в свое время хотели взять себе на службу? Как же это не мистик? И я тогда, говорю, да, действительно, там очень много всего такого описано, вот, и поэтому это только такое явное, что выступает наружу, а сколько там еще в подтекстах мистики есть, поэтому
И заключение. «Легкой рукой» — это искренняя, теплая и трогательная книга, которая заставляет читателя улыбаться и задуматься о своем месте в жизни. Полуполтинных удалось создать не только уникальную литературную вселенную, но и зафиксировать дух времени, воспеть дружбу и смех, несмотря на трудности и противоречия. Книга читается легко, но оставляет глубокий след, напоминая, что лучшие моменты жизни – это те, что разделены с близкими людьми. Это произведение словно встреча с давними друзьями, где радость и печаль сплетаются в одно целое. И каждая новая встреча с героями этой книги – это маленький праздник, который хочется пережить снова и снова. Очень тоже все правильно, то есть и дух времени, и вот это вот, и герои о нем иногда вспоминают. И ты думаешь, а что же с ним сейчас-то, что с ним происходит? Потому что у него всегда какая-то вот есть проблема перед ним стоит. И вдруг в следующей главе появляется Андрей Хрущев, и ты видишь, что у него все зашибись, что он справился с этой проблемой, что он уже решает другие проблемы, вот, до того момента, пока у него не возникнет еще какая-то проблема, и вдруг он опять пропадает, и ты, когда читаешь о других героях, других событиях, но ты все равно в подкорке думаешь, а как же там Андрюха? А что делается с Андрюхой? И когда ты опять доходишь до того места, где рассказывается об Андрюхе, ты вновь его встречаешь как своего старого приятеля, и он опять там полон оптимизма и с уверенностью смотрит в жизнь. А те проблемы, которые у него были, он уже о них забыл. Это только один герой, а таких героев у меня очень много. А вот я ему, видишь, пишу чату GPT. Можно найти в книге легкой... это признаки романа. Так, это не то. А где же я спорил с ним по мистике-то? Ну ладно, в общем, все интересно, друзья. Так что работа над книгой продолжается. И все-таки интересно, что существует вот это вот сейчас чат GPT, и очень интересно, что искусственный интеллект действительно это интеллект, и поэтому нужно к этому относиться правильно, использовать с пользой для себя. Использовать с пользой не очень хорошо звучит, но использовать на все 100, так скажем. Так, ссылку я сделаю под этой трансляцией на Рутюб, и я поддерживаю, Алексей Николаевич написал. Давайте подключать монетизацию на Рутюбе, давайте подключать, там надо всего 5000 просмотров, поэтому у меня-то, смотрите, вообще у меня, конечно, мой канал на Ютубе я бросать не собираюсь, потому что он у меня достаточно раскручен, и я сейчас вам покажу результаты своего канала. Так, сейчас. Вот, у меня секрета никакого нету. Так, сейчас я вам покажу свой YouTube. Вот, смотрите, вот у меня... Ну, у меня просмотры, конечно, небольшие. Вот видите, вот 179, 134, 77, 99. Вот, но это как бы последние мои просмотры. Шортсы 125, 136, 602, 584. Где-то есть, вот, допустим, 1872, 1750, 1028. Неплохие просмотры для канала. Вот, если взять аналитику вообще,
то смотрите, это вот, смотрите, вот, это вот с 18 августа по 14 сентября, за 28 дней статистика. И вот смотрим, статистика, просмотры 350 тысяч, вернее 35 тысяч просмотров, 35 тысяч просмотров, но, правда, пишут на 17 тысяч меньше обычного. Время просмотра в часах 940 часов, тоже меньше на 19,4. Ну, потому что все-таки замедление YouTube тоже действует. Подписчиков 28, меньше на 41, но за 28 дней у меня в день по одному подписчику. Ну, расчетный доход, видите, прочерки, потому что сейчас монетизации на YouTube никакой нет. Что здесь еще интересного? Ну, как видите, самый популярный контент за период это как прикрепить погон, 10 тысяч просмотров. Вот. Как пришить погон, 4. Ну, вот самое такие популярное мое видео. Так, что тут у нас? Контент. Новые зрители за последние 28 дней. 20 тысяч новых зрителей за 20 уникальных. Шорты смотрели почти 4 тысячи зрителей. Вот. И на прямых трансляциях было 450 уникальных новых зрителей. Постоянных зрителей, постоянных за 28 дней было 2,6 тысяч за 28 дней. Шорты смотрели 590 человек, и прямые трансляции смотрели 230 человек. Подписчиков на видео подписалось на 44, шорты 4, и на прямых трансляциях 2 подписчика. Количество просмотров 28 тысяч и 0,8 просмотра, ну, видео я имею в виду. Опубликованный контент за 28 дней я 10 шортсов. Мало я, конечно, пишу видео сейчас, гружу. 10 шортсов, 6 видео, 7 прямых трансляций. Так. Ну, это другие всяческие эти показатели. Аудитория. Вот у меня 1 сентября, видите, было достаточно много новых зрителей. У меня вот 1 сентября было, смотрите, 3244. Это только вот за 1 сентября. И 278 новых. Вот. Ну, доход, видите, все, доход по нулям. Но если взять доход у меня за все время, вот смотрите, доход за все время с канала. Так. Считает. То на канале я заработал всего $2180. Вот, $2180. Вот, давайте сейчас посмотрим, сколько это по курсу. $2180. То есть я на канале заработал всего-то по нынешнему курсу 198 237 рублей 21 копейку. Вот. Ну, почти 200 тысяч я заработал на канале YouTube. Сейчас, видите, все отрезало. Все отрезало. И зарабатывать я начал, видите, когда? Вот. Здесь у меня еще в 2016 году было $0. А вот смотрите, 2 августа 2016 года я заработал уже 83 цента. И вот пик у меня был когда? Пик.
Ну вот $18, видите, $18 я самое большое за день заработал когда-то, в какой-то день. Ну, у меня канал маленький был, поэтому спонсорства у меня, видите, вообще не было никакого. Подключенные магазины, клики по товарам только у меня сейчас, кстати, работает магазин, и вот видите, за последнее время, вот 24 год, я магазин подключил недавно, и клики по товарам есть, но товары никто не покупает. А товары у меня, вот видите, смотрите, лучшие товары, вот лучший товар, 12 кликов, вот такая вот майка. Кстати, вот такая майка с принтом, она вот есть. Там код нарисован. На черной майке белый код. 12 кликов. Вот. Так что... Ну, никто не покупает. Ну, если кто-то купит, я все равно эти деньги не получу, потому что это у меня размещено в английском магазине. И если кто-то купит, ну, я надеюсь, что если кто-то будет покупать, то деньги все равно будут там храниться до лучших времен. Когда-нибудь, когда с России снимут все санкции и вновь заработает YouTube, я тогда эти деньги выведу. То есть, ну, там они будут в банке в английском лежать надежно. Вот, так же, как $100 у меня осталось от YouTube, $100, вот, которые я не вывел. Вот недавно совсем у нас отрубили окончательно монетизацию и вывод денег, и $100 осталось у меня в американском банке. Ладно, ничего. Американский банк самый надежный, поэтому я думаю, что они там не пропадут, эти деньги. Вот. И когда наступят более хорошие времена, я их смогу вывести. Вот такая вот был экскурс на мой канал. Мы посмотрели, что там, как было. Вот. И все. Вот, друзья, на этом моя трансляция закончена. Спасибо, кто со мной сегодня был. До новых встреч. Пока.